Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. И сегодня у нас серьезная, но, по-моему, очень увлекательная история про Бенджамина Франклина. Итак, поехали! Каждый, кто когда-либо держал в руках 100 американских долларов, знаком с портретом Бенджамина Франклина. А много ли мы знаем о нем? Когда я задал себе этот вопрос, то был смущен. Лично я почти ничего не знал. Ну да, он один из отцов-основателей США. Декларация независимости связана с его именем. Он был первым американцем, членом Российской академии наук. Он придумал выражение «время – деньги». А какой он был человек? Как он жил и о чем думал? Я пошел в библиотеку и взял книгу «Автобиографию Бенджамина Франклина». Почему я взял именно эту книгу? Ну, во-первых, я люблю читать автобиографии. И я глубоко очарован людьми, которые оказали значительное влияние на историю. А во-вторых, эту книжку мне посоветовала наша библиотекарша. Она же рассказала мне, что Франклин также создал первую публичную библиотеку в Америке. Вау! В автобиографии Бенджамин Франклин поделился своим распорядком дня. Каждое утро он просыпался в одно и то же время. Потом несколько часов работал и рано ложился спать. График Бенджамина также включал время для двухчасового обеда и специальное время для чтения. Ради эксперимента я попробовал несколько дней следовать распорядку дня Бенджамина Франклина, чтобы немножко пожить его жизнью и даже, может быть, что-то для себя принять. Скажу сразу, перенять его привычки было бы одним из лучших решений в моей жизни, но получилось не очень. Вот подробный распорядок дня Бенджамина Франклина. Он просыпался и вставал в 5 утра. Есть знаменитая цитата о важности раннего пробуждения. Она звучит так: рано ложиться спать и рано вставать – это делает человека здоровым, богатым и мудрым. Встав с постели, Бенджамин молился Богу, составлял расписание на день и шел умываться. Потом был завтрак, а затем начиналась работа. Согласно его автобиографии, Бенджамин Франклин каждое утро работал по несколько часов с 8 до 12. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, пишет он. Без постоянного роста и прогресса такие слова, как улучшение, достижение и успех не имеют смысла. А потом наступало время обеда. Трагедия жизни в том, что мы слишком рано стареем и слишком поздно мудреем, говорил Бенджамин Франклин. Но вино – вот постоянное доказательство того, что Бог любит нас
и хочет видеть нас счастливыми. Дочитав до этих строк, я немедленно сходил в магазин и купил себе бутылку сухого вина. Все-таки аристократы прошлого знали толк в жизни. Во время обеденного перерыва Бенджамин читал книги, отдыхал и много и вкусно ел. «Ты любишь жизнь?» – спрашивал он. «Тогда не трать время зря, потому что время – это то, из чего состоит жизнь». У Бенджамина Франклина было много разных увлечений, профессий и занятий на протяжении всей его жизни. Он был печатником, издателем, писателем, изобретателем, ученым и дипломатом. Меня это сильно впечатлило, особенно если учесть, что сегодня многие люди стараются держаться одной профессии десятилетиями и не торопятся менять работу. Франклин был из другого теста. Он призывал всех развивать свои таланты, потому что талант – это подарок от Бога. Не скрывайте своих талантов. Они даны для использования. К чему солнце, если он в тени? А еще Бенджамин Франклин любил отдыхать. Одним из его любимых увлечений было чтение книг. «Я с детства любил читать», – писал он. «И все небольшие деньги, которые попадали в мои руки, всегда были вложены в книги». Во время вечернего отдыха Бенджамин Франклин также проводил в порядок свой дом. У каждой вещи должно быть свое место. Слушал музыку и размышлял о событиях произошедшего. Франклин относился к такой ежедневной рефлексии очень серьезно. Я думаю, что автобиография Бенджамина Франклина очень хорошая и полезная книга для всех. Да, не каждый сможет стать дипломатом или изобретателем, но каждый может научиться беречь время, а еще получать удовольствие от хорошего вина и вкусной еды и чуть-чуть рефлексировать по вечерам. Друзья, вот такая сегодня интересная история. А кто из великих людей повлиял на вашу жизнь? Чью автобиографию вы посоветуете прочитать? Напишите в комментариях, очень интересно. А у меня на сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!